И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 15 марта, и у нас вечерний выпуск традиционно посвящен подведению итогов дня, что происходило на фронтах украинской войны. И прежде чем к ним перейти, хочу немножко поговорить о контрнаступлении ВСУ, которое уже, вот пока не названы точки, где оно будет проводиться, ну понятно, секретная операция объявлена руководством ВСУ. То есть Залужный сказал, что вот в некоторых районах ВСУ подготовила контрнаступление. Не знаю, обычно, в таких случаях, вот, например, наступление, которое сегодня ночью началось в Горловке, под Горловкой, обычно российское командование и руководство ДНР, оно об этом наперед не заявляет. Потому что любой военный вам скажет, что любое распространение информации о наступлении, оно в первую очередь вредит самому этому самому наступлению. Но раз уж так получилось, что господин Залужный так уверен в наступлении и он готов его начать, я решил поинтересоваться у ребят по разным частям Украины, а что они знают об этом самом контрнаступлении. Оказалось, что знают жители Украины очень и очень много. Например, жители Мелитополя, которые давно уже находятся под управлением военно-гражданской администрации Запорожской области, новой власти, да. То есть здесь местные патриоты уверены, что наступление ВСУ начнется именно у них. Причем якобы с Донецка оттянуты значительные силы, южнее Запорожья уже сконцентрированы, и вот-вот начнется мощное широкомасштабное наступление, которое сметет российскую армию до самого Азовского моря. А вот губернатор Ким Николаевский, он говорит о другом, он намекает, так подмигивает, говорит, а вот мы, вы же понимаете, жители Херсона, ждите нас, мы скоро будем, вы же это Украина. Я так понимаю, таким образом губернатор Ким намекает жителям Херсона, что наступление ВСУ это в том числе и здесь. А жители Черниговской области, без шуток, на самом деле, мне местные жители рассказали о том, что главная сегодня проблема, которую они видят в ближайшие несколько недель, они очень сильно на самом деле это переживают, что когда начнется контрнаступление ВСУ, а это должно начаться в самое ближайшее время, и когда российская армия будет обратно бежать в Россию, они переживают, что российская армия взорвет все их дома. Вот это их действительно на сегодняшний момент очень волнует. А еще волнует, что если российская армия не взорвет, то во время наступления ВСУ украинская артиллерия тоже может нанести разрушение там, либо еще что-нибудь. Вот это сегодня волнует людей, жителей на Украине. И вы знаете, когда я выслушал сегодня весь этот маразм, я невольно ловил свои мысли. Вы знаете, когда я изучал историю Великую Отечественную войну, 45 год, немцы отчаянно сражаются на Одере, потом возвращают Берлин, потом в окруженном Берлине. Они из уст в уста передавали о том, что надо еще немножко продержаться, вот-вот армия Венка придет и деблокирует Берлин. А все это делалось для того, чтобы продлить агонию режима. Вот то, что сегодня происходит в Украине, в том числе и объявленное в СМИ, но пока еще нигде не обнаружено контрнаступление ВСУ, вот все это напоминает агонию гитлеровской Германии. Когда имея очевидные проблемы на фронтах, руководство страны из кожи вон лезет, пытаясь убедить население о скорой будущей победе. Нет, я, конечно, могу ошибаться, может действительно завтра мы узнаем о каком-то мощном контрнаступлении ВСУ, и я обязательно вам об этом скажу, но пока оно не проглядывается. Причем оно не проглядывается с чисто военной точки зрения. Вот, например, если бить из Запорожья на Мелитополь, мосты все основные взорваны. Соответственно, для того, чтобы наступать, нужно, во-первых, бензин и соляра. Где в таком количестве взять бензин и соляр? Это большая проблема. Ладно, нашли. Нужно налаживать понтонные переправы. Понтонного парка у ВСУ нет. Но это не самое главное. Нужно пройти более 100 километров хотя бы до одного Мелитополя при полном господстве российской авиации в воздухе. Вы можете себе представить, чтобы украинская армия смогла совершить такой марш? Вот лично я не могу. Я думаю, любой военный вам скажет, что это сродни тем сказкам, которые рассказывали в окруженном Берлине немцы об армии Венка, которая давным-давно была разгромлена, но ее в Берлине ждали. Но довольно о сказках, которые распространяет украинский шпат, давайте посмотрим, что там происходит на Украине. Что под Горловкой? Значит, пока официальных данных никаких нет, но мои зрители рассказывают о том, что обстрелы и, соответственно, бомбардировка украинских позиций сейчас происходит в районе Александрополя. Бывшая Розовка, это пригород Нью-Йорка. Кстати, это Нью-Йорк без шуток. Это сегодня есть такой населенный пункт в Донецкой области. Его специально в пику русским назвали, был Новгородская, по-моему, ПГТ, а теперь это ПГТ Нью-Йорк. То есть на самом деле сегодня бои уже проходят в самых пригородах Нью-Йорка. Если посмотреть по карте расстояние, которое от того места, куда сегодня бьет российская артиллерия и российская авиация, то это примерно 15 километров от той первоначальной линии фронта, где она была сутки назад. Я не знаю точно, где сейчас находится пехота, тем не менее, вот здесь сегодня уже идут бои, в 15 километрах от линии фронта.
Южнее Курахова российские войска остановились примерно в 8-10 километрах от Курахова. Там есть такая мелкая противная речушка. То есть линия фронта проходит примерно здесь. По Северодонецку и Рубежному идет зачистка города, и в Рубежный в Северодонецк зашли войска ЛНР, идут, продвигаются к реке, и в целом они должны очень скоро закончить зачистку этих населенных пунктов и закрепиться на левом берегу Северского Донца. Скорее всего, дальше они продвинуться не смогут, и Лисичанск пока останется под контролем ВСУ. А вот по Славянском ситуация более-менее прояснилась. Вчера вечером ВСУ взорвали переправы через Северский Донец. В районе Светогорска 2 переправы были взорваны, а обычно ВСУ это делают тогда, когда российские войска непосредственно приближаются к этому месту. То есть можно говорить, что район Светогорска, то есть не район Лавры, а район Светогорска, он уже либо под контролем российских войск, либо вот-вот под него перейдет. Именно сюда стреляла вчера и стреляет сегодня артиллерия из окрестностей Славянска. Примерно до этого места действительно около 15 километров. То есть вот вам еще одно косвенное подтверждение, что фронт постепенно катится на юг к Славянску. По Харькову там бои идут местного значения в районе Дергачей, в районе Малой Рогани. То есть идет попытка отрезать Чугуев от Харькова, пока безуспешная. Штурма Чугуева российские войска не предпринимают. По Киеву я нарисовал новую карту, которая показывает, куда на сегодняшний момент продвинулись российские войска. Хочу что отметить. Сегодня и вчера они продвигались на севере по направлению к Вышгороду. Не исключено, что российские войска хотят взять под контроль Вышгородскую плотину, потому что действительно, если не дай бог кто-то откроет шлюзы, то четверть Киева может затопить. И понятно, что никто не будет штурмовать города, пока шлюзы и, соответственно, плотина не будут под контролем российских войск. Вот это примерно то, что сейчас происходит на фронтах. Следующий обзор будет завтра. На этом пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал, на все мои каналы. Все ссылки на мои каналы есть в текстовой строке под видео. И только эти каналы являются моими каналами. Все остальные каналы ко мне не имеют никакого отношения. Они просто размещают мои материалы. Ну и, соответственно, вы будете в курсе событий, которые происходят сегодня на Украине. Все, теперь вроде точно все. До свидания и до завтра.